Знаете, ребята, всегда интересно наблюдать за личностями, которые чего-то добились в своем деле. Мы смотрим, как легко им все дается, у них всегда мастерски выполняется каждое движение, но многие даже не подозревают, с чего они начинали. Мы часто, если и мечтаем быть похожими, то каждый раз, вновь глядя на них, проскакивает мысль, что они особенные, и нам точно такими не стать. Одним из таких воркаут-атлетов является Артем Морозов из проекта «Школы воркаута». В ближайших нескольких выпусках мы разберем его историю, когда Артем еще не был узнаваем на YouTube, о малоизвестных фактах, с чего начинал первые тренировки в 2009, кто его мотивировал, как проходили его соревнования с топ-воркаут-атлетами, такими как Дмитрий Кузнецов, Владимир Тюханов и многими другими атлетами на пике выступающей формы Артема. И главное, из выпуска ты узнаешь, что же такого придумал Морозов и почему это вошло в историю калистеники, почему это быстро разошлось по всем соревнованиям. Предлагаю в первом сюжете закрыть самые частые вопросы, которые вы мне задаете в комментариях у атлетах. Итак, Артем Морозов. В апреле этого года атлету исполняется 27 лет. Его рост 1,78 см, вес 65 кг. По данным на 2014 год. Сейчас атлет в весе не сильно прибавил и весит все те же около 70 кг. Артем Морозов в детстве активно спортом не занимался, как и сам признался, с трудом сдавал нормативы в школе. Заниматься начал промежуточно между 9 и 10 классами. Это было весной в середине 2009 года. Дома у друга Артема были гантели, тренажер, они любительски тренировались, и когда товарищ уехал на лето в лагерь, Артем перешел на уличные тренировки. Первый год-полтора атлет делал только базу и не знал о существовании такого движения, как стрит-воркаут, каких-то элементов, проведения соревнований. Как оказалось позже, это пошло Артему на пользу, так как, не отвлекаясь на элементы, атлет оттачивал базу. Это то, что сейчас советуется всем новичкам на протяжении хотя бы года. Морозов выполнял популярный челлендж 120 секунд, только уже не в подтягиваниях, как другие, а пошел более оригинально, в отжиманиях в стойке на руках. Вышло всего-то 52 повторения за 2 минуты. Как вам такое? Пиши в комментариях, умеешь ли ты отжиматься в стойке. Артем установил официальный рекорд России в отжиманиях в стойке на руках – 37 повторений за один подход, при том, что был запас и на тренировках он выполнял более 40. Барьер взят, а дальше цель рекорд Гиннесса в 51 повторение. Максимальная база по данным 2019 года – это около 45 подтягиваний, брусья около 60 раз, выходы на две руки 22 раза. И это не именно текущие показатели Артема, а в целом это максимальная за все время тренировок на разных этапах. Морозов немного признается, что база немного упала, когда перенес приоритет на тренировку элементов. В начале занятий Артема вдохновляли такие олдскульные атлеты, как Ганнибал Форкинг со своей внушающей физической формой и невероятным уровнем в те годы. Зев Закавели из команды Barbarians, выполняя взрывные выходы силой и идеальный передний вис. Также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Нидерландов Юрий Ван Гельдер. Настоящий мастер такого снаряда, как кольца. Со всеми своими кумирами того времени позже судьба свела Артема в личных встречах. Совместно с Ганнибалом Морозов в Польше судил соревнования. С Зефом они выполняли совместный сет на турнике в Москве в 2013-м. Закавели даже прокомментировал то видео Артема. Ну, а с Юрием Ван Гелдером они даже провели полуторачасовую тренировку во время поездки Морозова на свой семинар в Нидерландах. Обо всем этом я еще буду подробно рассказывать в следующих выпусках. А ты помнишь этих атлетов? Пиши в комментариях. Это будет проверка на то, как долго ты в теме воркаута и знаешь ли атлетов, которые творили историю этого спорта. И давай наберем этому ролику минимум 80 лайков. Я увижу твой интерес и выпущу продолжение истории. Поэтому поделись видео с друзьями, если действительно понравилось и хочешь еще. А мы двигаемся дальше, к самому интересному. История этого элемента началась еще в то время, когда фото были примерно вот такого качества. Про Джаспера Бенинкасу ходят легенды. Якобы он подтягивался на одной руке 19 раз за подход, держал статические элементы современного воркаута и придумал элемент CTI на турнике. В переводе означает «близок к невозможному». Данное положение он мог удержать, по рассказам очевидцев, 3 секунды. Все это было примерно в 1950-60-х годах. Информации о атлете, который удивлял окружающих на пляже Флориды в США, не так уж и много. Что я узнал из статей? Джаспер дожил до 2012 года и ушел от нас на 91 году жизни. Напиши в комментариях, веришь ли ты в существование этого элемента.
Сначала я находил пару статей на русском, но там очень скептическая информация, дублирующая друг друга. Затем я продолжил поиски, и если этот ролик будет вам интересен, то я переведу англоязычные статьи от первоисточников, людей, которые знали о Джаспере и еще живы. Я уверен, получился бы неплохой выпуск. Дайте знать в комментариях. Причем же здесь Артем Морозов и тема данного выпуска, скажете вы. Теперь посмотрите на эти кадры. Так CTI пытаются повторить современники, и я сам в 2013 загорелся этой идеей и периодически пробовал. Это касается турника. Потом впервые на брусьях Вадим Олейник и Виталий Гуменный попытались сделать в виде парного элемента вот такое вот отжимание, уперевшись друг в друга ногами. В декабре 2012 Артем вдохновился идеей CTI и впервые выполнил его на брусьях. Далее отточил технику и показал на летних соревнованиях в Москве. Ребята из интернета, увидевшие новый элемент, были в восторге и начали учиться его исполнению. Вскоре уже на каждом крупном соревновании атлеты выполняли такие отжимания на брусьях все чаще. И популярность росла, ведь в воркауте уже довольно сложно придумать что-то новое. Позже Артем усовершенствовал это движение и выполнил его на шведской стенке, что было еще сложнее. Но буквально в прошлом году Морозов выдал на видео и вовсе запредельную вариацию упражнения. Теперь атлет выполнял такое вот статическое удержание на турнике. Варианты на турнике и шведской стенке не пошли в широкие массы, и осталась только разновидность на брусьях, которую выполнить легче. Сейчас Артем работает и, как он сам говорит, над анатомически неестественным для человека движением, попытки отжимания в стойке на одной руке. И вот какие результаты у атлета сейчас. Интересно, а насколько далеко можно зайти в этом? Напиши в комментариях, что думаешь. Кстати, в следующем видео я расскажу, как Артем проверял гимнаста, олимпийского чемпиона, на прочность и смог ли тот выполнить Impossible. Узнаете уже через неделю. Круто, зрелищно, и я рассказал лишь малую часть приготовленного для вас. Но сейчас многие не имеют доступа к спортивным залам, турнику, брусьям, поэтому на то время, когда мы находимся дома, предлагаю посмотреть мой предыдущий ролик, где я показываю 4 уровня сложности без какого-либо оборудования дома. Как я и обещал в начале, подарок для тебя будет ждать в описании. Также там ты найдешь ссылки на многие интересные ролики о атлетах, которые также захочешь посмотреть. Покажи свое отношение к сюжету в виде лайка, а если хочешь еженедельно получать уведомления о новых выпусках, жми на колокол рядом с подпиской. Атлет спит в каждом из вас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович. Переходи к просмотру других видео на канале, там мы встретимся снова.